Убийца. Он очень несчастен. Он убивает от страха, ненависти, безысходности. Нет добра от зла. Никогда. И не будет. Дирижеры войны в Карабахе пока играют в унисон. Громко расплевавшиеся не так давно Израиль и Турция, обвинившие друг друга в совершенных и совершаемых геноцидах, играют в новый геноцид. У каждого свой расклад. Эти два бенефициара как-то ловко пристроились на больной мозоли. Вкладывать в руки шатающегося на троне Алиева-младшего оружия и толкать на истребление собственного народа и нарисованного образа врага для решения своих целей хитро. Нет, до обидного просто. Турция в этом году 6-кратно увеличила поставки вооружения Азербайджану. За первые 9 месяцев этого года Баку закупил у Турции оборонного и авиационного оборудования на сумму $123 миллиона. Причем всего-то за месяц до начала запланированной войны продажи беспилотников и другой военной техники выросли и достигли $77 миллионов. В сентябре Азербайджан занял первое место среди стран, покупающих у Турции дроны. А дроны эти производит компания, которая руководит Сельчук Байрактар. Тот самый Байрактар, который в 2016 году женился на дочери Эрдогана. Вот и получается, что чем больше в Арцахе сбивается турецких дронов, тем пользительней Эрдогану. Ликвидный товар. Но не Турция, а Израиль – военный поставщик номер 1 для Баку. Турция лишь на 4-м месте после России и Беларуси. На Израиль приходится до 60% всех азербайджанских закупок оружия за рубежом. Закупки многомиллиардные. И чем тяжелее бои в Арцахе, тем активнее воздушное сообщение между Израилем и Азербайджаном. Ведь товар ликвидный, а на войне выгода в разы. Чего товару залеживаться? Вот 12 октября Высший суд Израиля и отклонил ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану. Не нашли доказательств, цитата, его использования для совершения военных преступлений против Армении. Приказа смотреть в упор не было. Обменная нефть жизненно необходима. Бизнес. Ничего личного. Бац! И старушка Европа опять в заложниках. Сегодня это беженцы, завтра будет газ. Знают ведь, потому-то молчат. Задача Турции – полный контроль за энергоресурсами Каспийского моря, Средней Азии, которые простираются до Европы. Сперва материальная выгода в виде крупных запасов газа, которые есть на дне, затем монополия на использование газа и превращение себя в региональный центр поставок газа. Но зачем для этого убивать армян? Из-за постоянного страха. Помните слова президента Армении Армена Саркисяна? Цитата. «Они говорят о защите международных трубопроводов, которые проходят через Азербайджан и Грузию в Турцию. Это нонсенс. Если бы у армян было какое-то намерение обстрелять их, они бы сделали это еще 20 лет назад, не позволив Азербайджану зарабатывать миллиарды евро, покупать на них оружие и убивать армян. Грузин они не боятся, но и армянский Арцах им не помеха. Но у страха глаза велики. Из-за ненависти. Знает ведь о содеянном 100 с лишним лет назад, чтобы больше некому было досаждать ему с тыканием в историю. Нет людей – нет проблем. Да и Алиеву же что-то надо подкинуть. Ставки слишком высоки. Ну и от безысходности. Рушится экономика родная и похоронит под своими руинами все мечты о Великом Туране. Лев я или не лев? А территория Арцаха стратегически важна и удобна для доблестных походов вглубь Азии. Не пробивать же коридор через Иран или Грузию. Кстати, и Израиль у него на метке. Надо же вернуться в Африку. Но это потом. Вот и вторая, и третья выгода Турции. А что Израиль? Злые языки говорят, что в Азербайджане обосновался Моссад, откуда ведет наблюдение за Ираном, и что многие героические операции этого израильского ЦРУ, ведомства разведки и специальных задач, против Ирана не могли бы быть проведены без партнерства с Азербайджаном. Другие источники говорят, что Азербайджан подготовил аэродром для помощи Израилю в случае нападения последнего на Иран. Также есть информация, что иранский ядерный архив, украденный агентами Моссада 2,5 года назад в Тегеране, был тайно перевезен в Израиль через Азербайджан. Детектив целый из цикла «Теории заговора», а также цикла «Время покажет».
Существенных побед на фронте за почти месяц кровавой бойни и миллиардных потерь нет. Это крайне обидный результат для Алиева, который все еще находится в эйфории от этих зыбких побед. Ведь еще вопрос, удержат ли они эти села. Однако Турции нужна полная победа. Неважно, какую цену за это придется заплатить не только армянам, но и самому Азербайджану, которого массовая гибель своих военных, думаем, не должна веселить, хотя трупы павших он почему-то отказывается забирать. За войной в Арцахе, как за гладиаторским боем, следят очень многие. Эрдоган и Нетаньяху играют свои игры под бдительным взором Москвы, США и Тегерана. Переживший геноцид греет руки на пламени геноцида. Азербайджан не часть тандема. Его народ вместе с армянским народом теряет своих сыновей из-за накрученной ненависти. А решение есть и всегда было. Но поезд ушел. Слишком уж перестарались с накруткой ненависти против армян. Налицо расизм.